Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, где вам показываю старые масштабные копии из моей коллекции. И решил сделать отдельную серию видеороликов под названием «Модельный палеолит», где мы будем рассматривать очень старые модели автомобилей начала 60-х, 70-х, 80-х годов, возможно 90-х. И я вам буду показывать те модели, которые редко встречаются в открытой продаже в нынешнее время, и по большому счету для большинства людей эти автомобильчики не представляют никакого интереса. Но для меня подобные артефакты очень интересны. Это отдельное направление в моей коллекции. Я их собираю и по сегодняшний день, ищу на различных барахолках, на аукционах. И мы рассмотрим немецкий автомобиль Mercedes-Benz 170V в масштабе 1 к 43, который выпускался немецкой мастерской Вальдорф. И об этой мастерской очень мало информации в сети, потому что когда она существовала, попросту не было интернета, не было никаких каталогов. Насколько я знаю, большинство моделей от этой мастерской были в виде набора для самостоятельной сборки. Продукция сделана из белого металла, она очень тяжелая. Качество конечного изделия напрямую зависело от сборщика этой масштабной копии. И свой автомобиль я покупал очень давно в комиссионном магазине, и, по-моему, за эту модель я заплатил довольно круглую сумму, но на то время попросту не было других альтернатив, и модель продавалась без оригинальной упаковки. И у меня в коллекции довольно много различных машин ручной работы, как из белого металла, так и сделанных методом гальванопластики. Также я вам сегодня покажу мельком автобус, изготовленный из жестяных листов, тоже очень необычный подход к изготовлению масштабной копии. И, конечно, перед тем, как мы начнем рассматривать саму модель, я хочу сделать несколько ремарок. И первое, это то, что эти масштабные копии обязательно нужно рассматривать сквозь призму того времени. Конечно, сейчас очень много новоиспеченных коллекционеров, которые собирают различную журнальную серию и постоянно пишут: а зачем ты собираешь это барахло, лучше купить что-нибудь от Модимио. Но не стоит забывать, что тогда попросту не было технологических возможностей. Если, например, сейчас вы можете просканировать настоящий автомобиль, сделать точную 3D-модель и уже по ней изготовить высокотехнологичную масштабную копию, в то время люди делали автомобили по 2, по 3 фотографиям. И большой поклон тем мастерам, которые делали действительно удивительные вещи. И вот именно этим мне и нравятся старые масштабные копии. У них есть некий шарм, и они прекрасно передают образ настоящего прототипа. И вот именно эти творцы, которые изготавливали миниатюрные копии, по большому счету большие мастера своего дела. И, конечно, у меня иногда возникают мысли о том, чтобы разобрать некоторые старые модели, их заново аккуратно покрасить, склеить, добавить миниатюрные декоративные детали. Но останавливает то, что, во-первых, разобрать эти автомобильчики порой не представляется возможным без поломки деталей. А второе, я думаю, это будет не совсем правильно по отношению к тем мастерам, ведь все же они затрачивали свое время, свои силы на изготовление этих автомобилей, и лучше оставить эти машины как часть истории в первозданном виде. И также в комментариях вы можете написать, согласны вы со мной или все же лучше реставрировать и улучшать эти старые масштабные модели. И давайте посмотрим на сам автомобильчик. Он очень тяжелый из-за того, что масштабная копия полностью металлическая, и корпус этого автомобиля составной. Например, дверцы — это одна деталь, крылья — это другая, капот — это третья, крыша — это четвертая, багажник — это пятая. И раньше не было специализированных клеев, поэтому модели склеивались каким-то гелем. Он тоже вытекал и портил вид определенных деталей. И, по-моему, в советское время тоже был похожий клей. Я помню, мой отец тоже, когда собирал некоторые модели, пользовался похожим клеевым составом. Не знаю, как он назывался. И, конечно, его убирать еще то занятие. Например, суперклей вы можете аккуратно растворить, а вот этот клей ничем не убирается. И порой портится деталь. Я как-то пробовал реставрировать некоторые масштабные копии, но без поломки ее разобрать не представлялось возможным.
И у этого автомобиля отсутствует остекление, и при желании можно вырезать небольшие окошки из тоненькой пленочки, вклеить их, тогда модель будет смотреться более правдоподобно, но вполне хорошо проработан салон. Сиденье, панель приборов, рулевое колесо, рукоятка переключения коробки передач здесь также сделаны из белого металла. И присутствуют небольшие флажки. Это выдвигающиеся поворотники, их обозначили красной краской, и у этой модели отличное качество хрома, который не потускнел по прошествии многих лет. Правда, осветительная техника здесь просто нарисована даже не желтой, а какой-то коричневой краской. Присутствует маскот, но он не похож на значок Мерседеса, отсутствует трехлучевая звезда, и это больше некая медалька плоской формы. Отличные колесные диски, на колпаках присутствуют значки Mercedes, правда, колесики у меня немножко облезли, и покрышки по своему дизайну напоминают те, которые устанавливались на советские модели, Тантал, ГАЗ-24, Рафик, но здесь, конечно, другой протектор. И задние фонари тоже изготовлены из белого металла, просто раскрашены красной краской, и один фонарик у меня приклеен задом наперед. Возможно, он когда-то вывалился, и кто-то подклеил его, не зная, как нужно ставить на свое посадочное место. И на крышке багажника также установили запасное колесо. И крыша у этой модели сделана из эпоксидной смолы. Она отличается по своей фактуре от корпуса автомобиля. И вот так выглядит днище. Окрашена рама, ходовая часть, двигатель, карданный вал. Есть значок мастерской с надписью Waldorf Miniatures. Также указан прототип Mercedes-Benz 170V. И еще раз повторюсь, эти модели изготовлены в Германии. Прекрасная масштабная копия, и, конечно, ее хотелось бы лучше окрасить. И цвет тоже вполне симпатичный. И из современных аналогов у меня в коллекции есть модель от Шуко. Она, конечно, уже лучше в плане проработки, но по копийности этот автомобильчик тоже на свое время был вполне хорош. И давайте я вам покажу другие модели ручной работы. Например, у меня есть вот такой пикап. Это автомобиль начала 90-х годов. Он, по-моему, отлит из олова. Тоже довольно грубая масштабная копия, но у нее есть свой шарм. И мне очень нравится серебристая канистра на водительском крыле. Правда, эта модель у меня выскочила из рук, упала и повредилось лакокрасочное покрытие. И нужно как-то будет подкрасить этот элемент, чтобы полностью не перекрашивать автомобиль. Пока что склеил поврежденную деталь, но здесь как раз видны трещины. И у этой модели хуже сделана нижняя часть, а покрашены они примерно одинаково. И, возможно, их красили кисточкой. Тогда не было баллончиков с краской, также аэрографов. И люди красили модели как могли. Но тоже машина смотрится более-менее нормально. И порой в журнальной серии покраска еще хуже, чем вот у этих артефактов. И, например, могу вам показать автобус, сделанный из жестяных листов. Тоже довольно необычная масштабная копия. Я на нее делал детальный видеообзор, поэтому заострять особо на ней внимание не буду. Здесь колесики от КамАЗа, а покрышки взяты от ЗИЛа. И, кстати, у этой модели поворотные передние колеса. Тоже есть и картон, некоторые детали взяты от промышленных образцов, некоторые изготовлены самостоятельно. Остекление – это, возможно, какая-то пленочка, дворники, изготовленные из прутков. Зеркало заднего вида у меня есть, оно лежит в отдельном пакетике, нужно просто немножко подправить остекление. Здесь есть ореол от клея, видимо, предыдущий владелец пытался самостоятельно ремонтировать эту масштабную копию. Просто нету времени сейчас заниматься ремонтом этого автобуса, но потом я его немножко приведу в нормальный вид. И, например, покажу вам промышленный Mercedes.
из европейской журнальной серии. И, конечно, эта машина выглядит уже намного лучше. И вот именно поэтому многие люди подсели на коллекционирование журнальных изделий. Потому что 10-12 лет назад, когда только появилась журналка, она стоила относительно недорого, было огромное разнообразие всевозможных машин, которые можно было поставить на полку. И, например, эта модель стоила в 5-6 раз дороже, но, как вы видите, качество ее исполнения сильно уступало этому промышленному образцу. И, опять же, доступность. Подобные модели можно было приобрести только в каких-нибудь модельных клубах, а эти автомобили уже продавались в различных киосках. И покажу вам последнюю модель. Это ГАЗ-24 «Волга». Тоже вполне хорошее изделие, полная открывашка, открывается капот, крышка багажника, дверцы. Опять же, модель сделана очень примитивно, грубо, но она прекрасно повторяет очертания настоящего автомобиля. И даже если поставить журнальную «Волгу», она, на мой взгляд, будет иметь больше проблем в плане геометрии, чем это старое советское изделие. И здесь прекрасная проработка нижней части, металлическое днище, написано «Сделано в СССР», и это номерная модель, которая имеет индекс А14. Вот такая симпатичная немецкая масштабная копия. Если у вас будет интерес к продолжению этой рубрики, обязательно поддержите видеоролик лайком, оставьте ваш комментарий и можете написать, какие старые модели есть в ваших коллекциях. Если вам понравился данный видеоролик, то поддержите его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня все. До новых встреч. Пока.